Приветствую вас на канале Клубок Желаний. В одном из видео я обещала вам показать, как я ремонтирую носочки. Я вот нашла носочек, у которого у меня протерлась пяточка. Хотя я носок вязала с добавлением довольно толстой синтетической нитки, нить не порвалась, но пряжа вся стерлась, поэтому пяточку мне нужно перевязать заново. И у меня порвался мысочек, и на подошве также протерлась пряжа. Поэтому мне необходимо половину носка перевязать. Существует несколько методов ремонта носков. Например, можно заштопать, можно носочек весь распустить, до пяточки перевязать заново. Но мне лень перевязывать пол носка, поэтому я использую немножко другой метод. Если у меня протерся носочек в этом месте, я разрезаю прямо посередине носок, отрезаю вот это ненужное, набираю петельки и вяжу мысочек заново. Только, девчонки, очень важно отрезать побольше, потому что если вы вот здесь мало отрежете, а тут будут гнилые нитки, то в этом месте у вас опять порвется. Поэтому не жалейте, отрезайте половину и перевязывайте весь мысочек. Если у вас порвалась только пяточка, то я разрезаю чашечку вот в этом месте, распускаю полностью чашечку, распускаю часть пятки и пятку вяжу заново. В зависимости от того, какого результата мне необходимо добиться, пяточку я вяжу разными способами. Я распустила пятку и маркерами пометила место, где у меня была чашечка. А вот эти петельки, это петли, которые я добавляла в половинку кромочной при вязании носочка. Вот в это место. Первый вариант, когда я вяжу пятку поворотными рядами, вот эти петельки я добавляю в одну половинку кромочной, при помощи иголки пришиваю трикотажным швом, а чашечку могу вывязывать двумя способами. Первый способ, когда я чашечку вяжу от мыска к резинке и соединяю ее с пяткой вот в этом месте трикотажным швом. Или могу вязать чашечку обыкновенно от резинки к мыску, и тогда соединяю подошву и чашечку вот здесь также трикотажным швом. Этим методом я пользуюсь в том случае, когда пятка у меня распущена не до конца, потому что когда я вязала носочек, вот эти петельки я добавляла только в одну половинку кромочной, поэтому вот сейчас я вяжу только полкромочной. И чтобы здесь было красиво, то мне необходимо вот эти петельки пришить именно иголочкой в половинку кромочной. Но если же я распускаю пятку до конца, то я могу вязать пятку сразу же, присоединяя вот эти вот боковые петельки, и тогда у меня здесь получится не половинка кромочной, а будет такая косичка видна. Чашечку также я могу вязать двумя способами. Или от мыска, а здесь присоединить пятку к чашечке при помощи трикотажного шва. Или могу вязать наоборот, от резинки к мыску и присоединить здесь чашечку к подошве также при помощи трикотажного шва. Сейчас я вам это все покажу. Когда я вязала носочек, после вывязывания пяточки в кромочные от пятки я добавляла петельки, чтобы вязать носочек по кругу. И вот на этой пряже очень хорошо видно вот эта вот петелечка, вот она, это кромочная. Вот она, кромочная. А вот эта следующая петелька, это те петли, которые мы добавили в кромочные. И нам чашечку необходимо распустить вот именно до этого места. Вот до сюда. На чашечке сейчас у нас 10 петелек. Сейчас я для вас, чтобы вам было понятно и видно, отмечу этих 10 петелек. Вот эта петелька, которая набиралась из кромочных. Вот первая петля с чашечки. И вот эта первая петелька, которую я отмечу для вас.
И отмечу я 10 петелек. И вот это место до этих петелек нам необходимо распустить. Надену эти петельки на булавочку, чтобы нам не мешалась спица. Разрежем ниточки на чашке вот в этом месте и распустим все ниточки. Вот эти все нитки нам необходимо распустить. Вот высвободила я все свои петелечки. И теперь распускаю чашечку в обратную сторону. Все, чашечка полностью распущена, но мне не устраивает качество вот этих ниток на пяточке, поэтому я распущу пяточку немного дальше, чтобы избавиться вот от этих не очень хороших ниток. И обратите внимание, когда мы распустили пяточку, вот тут освобождаются петельки, которые были набраны в кромочную. И когда мы будем перевязывать пяточку, мы эти петельки присоединим к пятке. И так распускаем дальше. И вот посмотрите, сейчас высвобождаю я вторую петелечку. Теперь у меня две петельки, которые были набраны из кромочных.
Проверяйте качество вашей ниточки. Если она уже крепкая, то можно уже остановиться. На пяточке у меня сейчас 32 петли. Я наберу их на 3 спицы по 11 петель на бок. И 10 петель у меня останется на чашечку. И вот обратите внимание, вот эта петелька, вот это кромочная. И обязательно ее необходимо набрать и ни в коем случае не потерять. Набираю 11 петелек. На чашечку набираю 10 петелек. И на последнюю спицу набираю 11 петель. Вот обратите внимание, вот это последняя петелька кромочная. Обязательно ее наберите, не потеряйте. Хочу показать вам очень важный момент. Вот эта петелька вот, прикреплена к этой кромочной. Следующая петля прикреплена к этой кромочной. Вот эта петля прикреплена к последней кромочной. А вот эту петлю мне необходимо прикрепить к следующей кромочной, которую мы еще не связали. Поэтому мне необходимо эту петельку освободить. И теперь у меня получается освобождено 3 петли. И эти петельки я одену на иголочку, чтобы они не распустились и вам было их хорошо видно. А с другой стороны, вот 2 петельки, которые мы с вами высвободили. Ниточка у нас находится после этих 2 петелек перед вот этими петлями, которые у нас уйдут на чашечку. И вот здесь посмотрите. Вот это вот у нас петелька добавлена в эту кромочную. Вот это следующая петелька добавлена в эту кромочную. А вот эту петельку мне необходимо будет добавить в следующую кромочную, которую мы еще не связали. Поэтому вот эта петелька у меня будет третья, которую мне необходимо набрать в кромочную. Поэтому эту петельку я также отмечу иголочкой. Вот раз, два, три. Это вот этих 3 петельки, которые нам необходимо будет прибавить в кромочной на пятке. Далее я начинаю вывязывать пяточку. Беру новую нитку, добавляю сюда синтетическую нить. Вот такую, это лавсан у меня. Она довольно тонкая, но она укрепит наш носочек. И начинаем вязать пяточку, все петли лицевые. Первую петельку я провязываю лицевой. Дохожу до последней петельки, и эту петельку мне необходимо провязать лицевую так за переднюю стенку. Изнаночный ряд вяжу все петли изнаночные. Первые снимаю как кромочную.
Дохожу до последней петельки. Мне необходимо провязать изнаночной, но мне нужно ее провязать вот за эту за дальнюю стенку. Переворачиваем на лицевой ряд и вяжем все петли лицевые. Первую снимаю как кромочную. Дохожу до последней петельки и провязываю ее лицевой за переднюю стенку. Изнаночный ряд, вяжу все петли изнаночные, первые снимаю как кромочную. Дохожу я до последней петельки и провязываю изнаночный вот за дальнюю стенку. Поворачиваю на лицевую сторону и снова вяжу все петли лицевые, первые снимаю как кромочную. И так мы вяжем поворотными рядами до тех пор, пока у нас не получится здесь 3 кромочных, столько же петелек, сколько вот мы оставили вот здесь на иголочке. Провязала я необходимое количество рядов. У меня сейчас 3 кромочных. Раз, два, три. И к этим 3 кромочным мне необходимо присоединить вот эти 3 петельки. Я их одела на спицу, чтобы вам было лучше видно. Вот этот хвостик, который у меня остался, я вставляю в иголочку и начинаю сшивать трикотажным швом. Сейчас у меня вот хвостик идет от этой первой петельки. И мне необходимо вот первый стежок сделать в противоположном направлении, вот в эту кромочную, в первую кромочную, с изнанки на лицо, вот таким образом. Второй стежок я делаю в противоположном направлении, в петлю, также с изнанки на лицо. Следующий стежок мне необходимо сделать вот в эту, в первую кромочную с лица. Ввожу иголочку с лица, а вывожу следующую во вторую кромочную. Вот так, с изнанки на лицо. Подтягиваю. Дальше ввожу иголочку в эту петельку с лица, ее скидываю и вывожу вот из этой петельки вот так с изнанки на лицо за правую стеночку. Дальше ввожу во вторую кромочную с лица и вывожу в третью кромочную с изнанки. Опять ввожу вот в эту петлю с лица, ее скидываю и вывожу в следующую петлю с изнанки за правую стеночку. И вот эта у нас петелька последняя получается подхвачена уже с двух сторон, поэтому я иголочку вывожу на оборотную сторону.
Все петельки мы подхватили. И вот так ровно у нас все получается. С другой стороны у нас также получается 3 кромочные. Вот это первая кромочная, вторая кромочная. И вот это у нас третья кромочная. А вот к следующей кромочной уже прикреплена петелька. Я одела вот эти 3 петельки на спицу, чтобы вам было лучше видно. И вот этот свободный хвостик вставляю в иголочку. И теперь посмотрите внимательно. Вот эта петелька последняя, которая у нас прикрепленная, в нее ниточка вот введена с лица на изнаночную сторону. Поэтому следующую петельку мне необходимо подхватить с изнаночной стороны вот таким образом за правую стенку. Вот правая стенка, и я ввожу иголочку с изнанки на лицо за правую стенку. Теперь мне нужно ввести иголочку вот в эту кромочную, которая уже прикреплена последняя петелька. Ввожу вот так вот с лица, а вывожу иголочку в первую свободную кромочную с изнанки и затягиваю. Дальше мне необходимо подхватить вот эти петельки. Ввожу иголочку с лица, теперь эту петлю могу сбросить, а вывожу в следующую петельку с изнанки за правую стенку. Затягиваю. Дальше ввожу в кромочную. Ввожу в первую кромочную с лица, а вывожу во вторую кромочную с изнанки. Теперь соединяю петли. Ввожу вот в эту петельку с лица, ее сбрасываю, вывожу следующую петельку с изнанки за правую стенку, подтягиваю. Теперь подхватываю кромочные, ввожу вот в эту во вторую кромочную с лица, вывожу в третью кромочную с изнанки. И осталось мне подхватить последнюю петлю. Ввожу в нее иголочку с лица, сбрасываю. И последнее движение ввожу в кромочную, в последнюю, вот так вот с лица. Все петельки мы подхватили. Вот так аккуратненько это все получается. И вот этот хвостик теперь прячем с изнаночной стороны. Теперь я начну вывязывать чашечку. Основная ниточка идет вот с этой стороны. 10 петелек, которые мы оставляли на булавочке, я переодену на спицу. И вяжу все петли лицевые до последней петельки. Вот в этом месте хорошенько подтяните. Дохожу до последней петли, и вот эту последнюю петлю с правой спицы мне необходимо провязать с первой петлей с левой спицы вместе. Для этого я одеваю вот эту последнюю петельку вот таким образом левой стеночкой вперед, и мне необходимо их провязать обе вот так лицевой петлей за заднюю стенку. Мне нужно это для того, чтобы у меня вот здесь с одной стороны и с другой стороны образовывались вот такие вот косички. Переворачиваю на изнаночную сторону
и вяжу все петли изнаночные. Дохожу до последней петельки, и вот эту петельку с правой спицы мне нужно провязать вместе вот с этой петельки с левой спицы. Для этого я последнюю петлю с правой спицы одеваю вот таким образом правой стеночкой вперед и провязываю их обе вместе изнаночной петлей. Вот петельку мы присоединили. И так вяжем все остальные ряды. Первую я снимаю как кромочную. Остальные петли вяжу все лицевые. Дохожу до последней петельки, одеваю ее на левую спицу левой стеночкой вперед и провязываю обе петельки вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Изнаночный ряд вяжу все петли изнаночные. Первую снимаю как кромочную. Дохожу до последней петли, одеваю ее на левую спицу правой стеночкой вперед и провязываю обе петли вместе изнаночной петлей. Вторую петельку мы прикрепили. Снимаю первую петлю как кромочную, остальные петли провязываю все лицевыми. Дохожу до последней петли, одеваю ее на левую спицу левой стеночкой вперед и провязываю обе петли вместе за заднюю стенку. Изнаночный ряд вяжу все петли изнаночные, первые снимаю как кромочную. Дохожу до последней петельки, одеваю ее на левую спицу, переворачивая правой стеночкой вперед и провязываю обе петельки вместе изнаночной петлей. Третью петельку мы прикрепили. И так вяжем чашечку до тех пор, пока вот эти все петельки боковые мы не прикрепим. Довязала я чашечку до конца. На одной спице у меня 10 петель, и на второй у меня спицы также 10 петель. Вот в этом месте у меня сейчас хвостик. И теперь я начну соединять эти петельки с помощью иголочки. Соединяйте, как вы привыкли. Сейчас я покажу, как делаю это я. Первый стежок я делаю таким образом. Ввожу иголочку вот в эту петельку, в противоположную от хвостика. Вот таким образом изнутри наружу. А второй стежок делаю в обратную петельку, вот в эту. Также вот так. Изнутри наружу. Соединила я две первых петельки. И теперь начинаю сшивать обычным образом. Ввожу вот в эту петлю вот таким образом с лица вовнутрь, снимаю петельку, а вывожу вот в эту петлю изнутри наружу. И
хорошенько подтягиваю. Следующий стежок делаю вот с этой стороны. Также ввожу в петельку снаружи, могу ее скинуть, а вывожу в эту петельку вот так за правую стеночку изнутри. Подтягиваю. Следующий стежок вот в эту петельку ввожу с лица внутрь, скидываю ее и вывожу изнутри наружу за правую стеночку. Так. Подтягиваю. Следующий стежок вот в эту петельку ввожу в петлю с лица, скидываю ее и вывожу так с обратной стороны наружу за правую стеночку. Затягиваю. И так все действия повторяю. Ввожу в эту петельку с лица, вывожу снаружи на лицо за правую стеночку. Ввожу с лица, скидываю петельку, вывожу с обратной стороны наружу за правую стеночку. И так соединяю все петельки. И вот последние петелечки у меня остались. Вот делаю так. Ввожу с лица, вывожу за правую стеночку наружу. Здесь также ввожу с лица, вывожу наружу за правую стеночку. И вот эти две петельки оставшиеся здесь ввожу с лица. И вот эту петельку также ввожу с лица. Все петельки затягиваю. И вот у нас получился вот такой шовчик. Так, все ровно, красиво. Место стыка совершенно не видно. Убираем ниточку внутрь. И наша пяточка готова. А сейчас я вам покажу другой способ вывязывания пяточки, который я использую в том случае, когда пяточка у меня распущена не до конца. Стенку пятки я вяжу поворотными рядами, чашку я вяжу обычным способом от резинки к мыску. Вот эти свободные петельки я пришиваю к кромочным, а чашечку я пришиваю вот к этим петлям, которые у меня на подошве, при помощи иголки трикотажным швом.
И обратите внимание, вот эта ниточка, это нитка, которая у меня осталась от распускания пятки, и оставьте ее подлиннее, потому что именно этой ниточкой мы будем пришивать вот эти петельки. А вот эта нитка, это нитка, которая у меня осталась от распускания вот в этом месте на подошве. И я ее распустила до конца, вот до сюда. Теперь я начинаю ввязывать стенку пятки, беру новую ниточку, присоединяю ее к кромочной, провязывая лицевой, и вяжу все петли лицевые. Дохожу до последней петельки, и эту петельку мне необходимо провязать лицевой за переднюю стенку. В прошлом способе я не сказала, почему эту петлю я провязываю за переднюю стенку, а это мне нужно для того, чтобы петля была наклонена вправо, точно так же, как и предыдущие вот эти все кромочные петли. Поэтому эту петельку мне необходимо провязать за переднюю стенку. Изнаночный ряд, вяжу все петли изнаночные, первый снимаю как кромочную. Дохожу до последней петельки, и мне ее необходимо провязать за заднюю стенку. Почему именно за заднюю стенку? А потому что вот эти кромочные у меня наклонены влево. Поэтому, чтобы так продолжалось, мне необходимо вот эту последнюю петельку провязывать изнаночной за заднюю стенку. И так вяжем далее стенку пятки поворотными рядами до тех пор, пока количество кромочных не будет равно количеству вот этих петелек, которые нам необходимо будет прибавить вот к этим кромочным. Пяточка готова. Теперь мне осталось все вот эти петли присоединить к кромочной стенке пятки и к чашечке. И теперь посмотрите, вот эта ниточка у меня прикреплена вот к этой кромочной. А вот это последняя петелька, которая прикреплена к кромочной. И ниточка идет, вот эта нитка, изнутри на лицо. У вас может быть по-другому, но у меня идет ниточка именно так. Поэтому первый стежок я делаю таким образом. Ввожу иголочку с лицевой стороны вот в эту петельку, которая у меня уже прихвачена. А вывожу иголочку в следующую петельку за правую стенку. А следующий стежок делаю с лицевой стороны вот в эту кромочную, в которой уже была подхвачена петелька, а вывожу в первую свободную кромочную с изнаночной стороны. Следующий стежок ввожу с лицевой стороны в эту петельку, сбрасываю, а вывожу с изнанки на лицо за правую стенку следующей петли.
Теперь ввожу вот в эту, в первую свободную кромочную с лицевой стороны, в которую мы уже вводили. И вывожу в следующую кромочную с изнаночной стороны на лицо. И так сшиваю все петельки. Петельки в кромочной я присоединила. Теперь прикрепляю вот эти петли к чашечке.
Обе пяточки у меня готовы. Они вязались методом частичного перевязывания стенки пятки. Вот этот носочек я распускала до этого места, и разницы совершенно не видно. Вот кромочные, они идут совершенно ровненько, и эти петельки в кромочные добавлены также ровно и незаметно. Чашечка вязалась обычным способом от резинки к мыску. Петли чашечки и петли подошвы я соединяла трикотажным швом вот в этом месте, и место стыка совершенно не видно. А вот этот носочек у меня был распущен до этого места. Кромочные также лежат ровненько. Петельки добавлены незаметно. А вот чашечку я вязала от мыска к резинке. И соединение петелек происходило вот в этом месте. Соединение петель также незаметно, все ровно и аккуратно. Метод перевязывания чашечки от мыска к резинке я люблю больше, потому что если вот в этом месте на подошве у вас не получится так же аккуратно соединить петельки, то эти петли могут ощущаться. А вот в этом месте, даже если вы петли соедините через край, то они чувствоваться совершенно не будут. И вы можете также соединить петельки при помощи крючка и сделать косичку, которая будет переходить от одной стороны по пяточке на другую сторону чашки. И эта косичка также в этом месте ощущаться совершенно не будет. Сейчас я вам покажу другой метод перевязывания стенки пятки, когда мы пятку распускаем до конца и перевязываем пятку, прибавляя сразу вот эти боковые петельки. Мне кажется, этот метод чаще всего используется, потому что не всегда получается подобрать нитки такого же цвета. И чаще всего приходится брать ниточку, похожую по цвету, и перевязывать пяточку полностью. И в этом варианте у вас вся пятка будет другого цвета. Пяточку начинаю вывязывать вот в этом месте, где у меня остался хвостик от распускания пятки. Беру новую нить и первую петельку провязываю лицевой. И все петли вяжу лицевыми. Дохожу до последней петельки, и мне к этой петельке необходимо прикрепить вот эту петельку первую, которую мы освободили из кромочных. Для этого мне необходимо их провязать вместе за заднюю стенку. Но чтобы петля не была перекрещенная, мне необходимо, чтобы обе эти петельки лежали левой стеночкой вперед. Одна и вторая. И провязываю их вместе за заднюю стенку. Первую петельку мы прикрепили. Так как я вяжу бабушкиными петлями, то при провязывании кромочной петли я ее буду переснимать вот таким образом, чтобы сразу переворачивать стенку петли, чтобы в следующем ряду, когда мне необходимо будет провязывать две петельки вместе, мне было вязать их гораздо проще. И вяжу все петли изнаночные. Дохожу до последней петельки, и мне необходимо эту петельку провязать вместе вот с этой первой петлей, которую мы освободили из кромочной. И чтобы у нас петелька не была перекрещена, мне необходимо ее перевернуть правой стеночкой вперед и провязать вместе вот с этой петелькой, которая была освобождена из кромочной, изнаночной петлей. С этой стороны первую петельку мы присоединили.
И далее я буду кромочную переснимать вот таким способом, чтобы перевернуть сразу стенку петли, чтобы мне в следующем ряду было удобнее ее провязывать с петлей, которая была присоединена к кромочной. И вяжем все петли лицевые. Дохожу до последней петельки. Она у меня лежит так, как мне нужно, левой стеночкой вперед. Я провязываю 2 петельки вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Вторую петельку я присоединила. Кромочную снимаю, переворачивая стенку петли, и вяжу все петли изнаночные. Дохожу до последней петли. Она у меня перевернута уже так, как мне надо, правой стеночкой вперед, и провязываю 2 петельки вместе изнаночной петлей. Вот вторую петельку мы присоединили. Снова снимаю кромочную, сразу переворачивая ее другой стенкой, и вяжу все петли лицевые. И так вяжем далее стенку пятки до тех пор, пока вот эти все боковые петельки мы не присоединим к кромочным. Стенку пятки я довязала. Вот такая кромочная в виде косички у меня получилась, и петельки добавлены ровно и незаметно. С другой стороны кромочная также в виде косички. И теперь мне необходимо начать вывязывать чашечку. Все количество петель, которые у нас сейчас на вот этих 2 спицах, нам необходимо разделить на 3 спицы. У меня сейчас 32 петельки. 10 петель я оставлю на среднюю спицу для вывязывания чашечки, столько же, сколько петель у нас на булавочке. А на боковых спицах у меня останется по 11 петель. И чашечку я могу вывязывать 2 способами. Первый способ, когда чашечка вяжется обыкновенно по направлению к мыску, а соединение петелек чашечки и петель подошвы происходит вот в этом месте при помощи иголочки трикотажным швом. Или могу вязать чашечку в обратном направлении от мыска, и тогда соединять петельки буду вот в этом месте трикотажным швом. Я больше люблю именно второй метод, потому что если у вас не получится аккуратно соединить петли на подошве, то они могут ощущаться. А если же мы соединяем петельки вот в этом месте, если у вас не получится аккуратно их соединить, даже если вы их соедините как-то через край, то в этом месте ничего ощущаться не будет. Поэтому сейчас я вам покажу метод вывязывания чашечки именно от мыска, и соединять петельки буду вот здесь трикотажным швом. Теперь я начну вывязывать чашечку. Основная ниточка идет вот с этой стороны. 10 петелек, которые мы оставляли на булавочке, я переодену на спицу. И вяжу все петли лицевые до последней петельки. Вот в этом месте хорошенько подтяните. Дохожу до последней петли, и вот эту последнюю петлю с правой спицы мне необходимо провязать с первой петлей с левой спицы вместе. Для этого я одеваю вот эту
последнюю петельку вот таким образом левой стеночкой вперед. И мне необходимо их провязать обе вот так лицевой петлей за заднюю стенку. Мне нужно это для того, чтобы у меня вот здесь с одной стороны и с другой стороны образовывались вот такие вот косички. Переворачиваю на изнаночную сторону и вяжу все петли изнаночные. Дохожу до последней петельки, и вот эту петельку с правой спицы мне нужно провязать вместе вот с этой петельки с левой спицы. Для этого я последнюю петлю с правой спицы одеваю вот таким образом правой стеночкой вперед и провязываю их обе вместе изнаночной петлей. Вот петельку мы присоединили. И так вяжем все остальные ряды. Первую я снимаю как кромочную. Остальные петли вяжу все лицевые. Дохожу до последней петельки, одеваю ее на левую спицу левой стеночкой вперед и провязываю обе петельки вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Изнаночный ряд вяжу все петли изнаночные. Первую снимаю как кромочную. Дохожу до последней петли, одеваю ее на левую спицу правой стеночкой вперед и провязываю обе петли вместе изнаночной петлей. Вторую петельку мы прикрепили. Снимаю первую петлю как кромочную, остальные петли провязываю все лицевыми. Дохожу до последней петли, одеваю ее на левую спицу левой стеночкой вперед и провязываю обе петли вместе за заднюю стенку. Изнаночный ряд вяжу все петли изнаночные, первые снимаю как кромочную. Дохожу до последней петельки, одеваю ее на левую спицу, переворачивая правой стеночкой вперед и провязываю обе петельки вместе изнаночной петлей. Третью петельку мы прикрепили. И так вяжем чашечку до тех пор, пока вот эти все петельки боковые мы не прикрепим. Довязала я чашечку до конца. На одной спице у меня 10 петель, и на второй у меня спицы также 10 петель. Вот в этом месте у меня сейчас хвостик. И теперь я начну соединять эти петельки с помощью иголочки. Соединяйте, как вы привыкли. Сейчас я покажу, как делаю это я. Первый стежок я делаю таким образом. Ввожу иголочку вот в эту петельку, в противоположную от хвостика, вот таким образом изнутри наружу. А второй стежок делаю в обратную петельку, вот в эту. Также вот так, изнутри наружу. Соединила я 2 первых петельки. И теперь начинаю сшивать обычным образом.
Ввожу иголочку вот в эту петельку, вот таким образом, с лица на изнанку, ее сбрасываю и вывожу в следующую петельку с изнанки на лицо за правую стеночку. И ниточку подтягиваю. Следующий стежок мне нужно сделать вот в эту петельку, ввожу иголочку с лица, теперь ее могу сбросить, а вывожу в соседнюю петельку с изнанки за правую стенку и ниточку подтягиваю. Следующий стежок делаю снова в эту петельку с лица, сбрасываю ее, а вывожу иголочку в соседнюю петельку с изнанки за правую стеночку и ниточку подтягиваю. Снова ввожу иголочку вот в эту петлю с лица, петельку сбрасываю, а вывожу в следующую петельку, в соседнюю, с изнанки на лицо за правую стенку. Ниточку подтягиваю. И так продолжаю. Ввожу иголочку в петельку с лица, сбрасываю ее, вывожу иголочку в соседнюю петельку с изнанки на лицо за правую стенку. Ниточку подтягиваю. Ввожу иголочку с лица в петельку. Теперь ее могу сбросить, а вывожу в соседнюю петельку с изнанки на лицо за правую стенку. И так соединяю все петельки. И вот последние петелечки у меня остались. Вот делаю так. Ввожу с лица, вывожу за правую стеночку наружу. Здесь также ввожу с лица, вывожу наружу за правую стеночку. И вот эти две петельки оставшиеся, здесь ввожу с лица, и вот эту петельку также ввожу с лица. Все петельки затягиваю. И вот у нас получился вот такой шовчик. Кромочная на пяточке вывязана в виде косички, петельки в кромочные добавлены незаметно. Чашечка связана, как будто я ее вязала обычным образом.
И петельки на пяточке соединены незаметно. Теперь я отрежу мысок, надену петельки на 4 спицы и начну вязать мысок заново. Беру новый моточек, добавляю к нему синтетическую лавсановую ниточку. И начинаю вязать наш мысочек заново. Оба носочка у меня готовы. Какой бы вариант перевязывания пятки вы не выбрали, результат всегда будет идеальным. Мысочек выглядит как новый. Ремонтируйте свои носочки таким же образом, и никто никогда не догадается, что это не новый носочек. Если это видео было полезно для вас, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду очень рада вязать вместе с вами.